Привет, меня зовут Татьяна Лазарева, и это мой проект «Где я ошибаюсь». Я собрала подростков и взрослых, незнакомых друг с другом, чтобы мы честно обсудили острые и конфликтные вопросы. Я беру вопрос из коробки от взрослых. И звучит он так. Меня сильно утомляет необходимость постоянно напоминать подростку о том, что нужно помыться, соблюдать гигиену и следить за собой. Это превращается в регулярные уговоры и борьбу за элементарные вещи. Почему многим из вас непонятно, что это базовая вещь, и о себе важно заботиться? Понятно, что это не к вам относится, скорее всего. Вы такие ухоженные, мытые. Не воняете, да? Но у вас же наверняка есть какие-то друзья. Вы видите, что не все так тщательно следят за собой. Так вот, почему многим из вас, образно, непонятно, что это базовые вещи, о себе важно заботиться? У меня есть брат, младший, и я бы сказал, что это очень подходит к его описанию, он не заботится о себе. А сколько ему лет? Он довольно маленький, ему 9 лет все еще, вот. Всё еще. Но Это пройдет. вот, я бы сказал, что он очень много времени проводит на игры, и именно у себя в комнате, допустим, с игрушками, все такое. И он просто как-то базово забывает ухаживать за собой, ходить в душ. Раньше я тоже был как свой брат. Я бы сказал, я раньше за собой тоже не ухаживал, потому что считал, что это как будто не так уж и важно. А как, почему? А как ты понял, что это важно тогда так? Когда я начал задумываться о том, как смотрят на меня другие люди. У меня начал складываться какой-то образ, кто я такой, как на меня смотрят со стороны. И тогда я начал больше задумываться о том, что мне надо больше за собой ухаживать, следить за волосами, конечно, за тем, как я выгляжу, за тем, как я пахну. Вот. А до этого просто как будто не было такой нужды. До этого ты как будто даже не задумываешься о том, что о тебе подумают. Спасибо. Вот по поводу того, как многие дети, подростки могут забывать вообще о гигиене и об этом все. Ты можешь сильно войти в процесс игры или еще чего-то, и время пролетает настолько быстро, что уже 12 часов ночи, а мыться уже как-то не вариант. Надо спать, потому что в 7 утра тебе надо вставать в школу. Спасибо. А можно вот тебе тоже хотелось что-то сказать? Это достаточно интересный вопрос. До какого-то времени, мне кажется, до 10 лет, я прям помню, я не хотела, к примеру, идти в ванну, меня там за ноги тащили. Вот это вот что было? Объясни мне. У меня это было трижды. У меня трое детей очень просто. хочу знать, объясните, пожалуйста, что делать. Вот реально это вопрос, что делать? Что Да, делать? всё, Я давай, прям лайфхак. вызываю, что делать? Это странно, но, по крайней мере, младшие годы, то есть там до 10-11 лет, я постоянно болела. Я никак-то не связывала с проблемой с гигиеной и так далее. То есть я жила на даче, где там, понятно, земля, животные и так далее. Я не понимала, то есть вот у меня было очень плохое здоровье, то есть я могла постоянно чем-то заразиться. В какой-то момент я поняла, что вот нужно мыть руки, к примеру. Банально. То есть раньше надо мной Откуда стояла... пришло к тебе это знание, скажи? Когда я заболела от кошки чем-то, то ли это был лишай, то ли еще что-то. Это было очень стрёмно, это было очень страшно и очень больно, это главное. И, наверное, это был главный катализатор. То есть, подожди, ты хочешь сказать, что ей нужно говорить своему ребенку, что типа мой руки, а то у тебя будет лишай. Ну что-то вроде этого. Я не знаю, чем можно еще напугать, но, наверное... Это не помогает, говорит он. Либо можно чем-то напугать, но если, к примеру, мой ровесник в то время сказал мне вот что, вот я там от кошки чем-то заразился буквально, я бы, наверное, послушала. Но друзей у меня тогда было очень мало, и у меня была только младшая сестра, которая была еще Подожди, хуже. а если родители тебе это говорят, ты их не воспринимаешь? Я не знаю, как это работает, и до какого-то времени я не воспринимала какие-то советы родителей как серьезные советы. Я думаю, ну вот они там старые, у них там 40 лет назад это все было. Простите за прямоту. лишая-то не было, блин, чё? Извини. Я хочу сказать, что вот наверняка просто я сдам нас всех, но нам то же самое говорили. Скажите, В детстве? в Конечно, детстве мы все были большинству из нас подростками. Тут, понимаете, у нам нас говорили то же перевес. самое. И я мочил зубную щетку, делая вид, что я чистил зубы, но я не чистил, да. Вот, говорили, есть борщ, я выливал его в унитаз, мама говорила, ты не ел борщ, я говорю, как ты догадалась, потому что унитаз был красный и так далее. То есть какие-то вещи мы скрывали, но хочу вам сказать, что мы все здесь сидим, несмотря ни на что, чистые, кстати, с не подмытыми все. попами, с зубами, не пахнем и все остальное. То есть рано или поздно это приходит.
С этим надо вопрос смириться. обеспокоит это мать-то какую-то. Вот, я хочу возможно, и здесь сказать родителям, присутствующую. расслабьтесь, дышите ровно, то есть все люди рано или поздно моются и приходят к этому по той или иной причине. Парень влюбился в девушку, а она говорит, у тебя волосы не мытые, ты рано или поздно будешь мыть волосы, да? И задумаешься об этом. Просто кто-то по этой причине, а кому-то друг скажет, да что у тебя подмышки-то не бреешь, вот, условно. Вот, и самое ужасное, что сейчас на их стороне как будто побуду. Что самое ужасное, у меня была такая история, я Степану, своему сыну, что-то там долбила, про что-то там. А у него были то ли прыщи, то ли еще что-то. Во-первых, он мне сразу сказал, мам, у нас сейчас у всех прыщи, типа, ты что до меня докопалась? У меня весь класс в прыщах. Я такая, так, ладно, не работает. И потом что-то еще, что вес, он был очень худой. И потом он приходит, представляете, и говорит, слушай, а мне сегодня вот один парень-то сказал, что я худой. Я такая, ёпарасоте, дай-ка мне того парня, может, тебе еще что-нибудь скажет такое важное. Вот, это, возможно, про то, что когда мы подростки, мы этих действительно старых людей, тупоголовых, не очень-то и слушаем, что там он может рассказать. Друзья, минуточку внимания. Как вы уже поняли, мы будем стараться почаще выпускать на этом канале вот такие короткие видео о взаимоотношениях подростков и родителей. Команде проекта «Где я?» и лично мне эта тема кажется настолько важной, что мы решили обратиться к вам за помощью. Поддержите нас финансово, если вы хотите, чтобы мы продолжили наше нужное дело. Ссылку на DonorBox я оставлю в описании. И, конечно, не забудьте подписаться на этот канал и поставьте лайк прямо сейчас, для того, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Смотрим дальше. Я помню такую ситуацию, мне было лет, наверное, все-таки еще 13-12, и как раз мама говорила, а чего ты после тренировки не идешь в душ? Что такое, что за приколы? И она мне еще и врач, так что это все детство было. И на самом деле... А почему ты не шла в душ? Лень? Конечно, не то, лень. что лень, сложно сказать, что это лень, просто ты очень устал, не то, что ты даже до душа дойти не можешь, это совсем другое. И, во-первых, мне кажется, все-таки мы помним, большая часть детей помнит о том, что можно мыться, вообще мыть руки и так далее. И очень здорово, если вы сможете себя переубедить и чуть-чуть отстать на какой-то период жизни ребенка. В какой-то момент ты додумаешься до того, что, возможно, стоит помыться. И это самое клевое, когда ты сам понимаешь, что этого хочешь. Не когда тебя вот так вот тыкают. Вот даже мне пару недель назад я не мыла голову, потому что у меня было в планах. Я помою ее завтра, а мне родители на меня смотрят, у тебя не помыта голова, а ты сегодня идешь на собеседование в школу. Я говорю, да, вы же мне заплетете косички, правда? И даже сейчас, я же прекрасно это понимаю. И очень здорово, когда родители понимают, что ребенку не все равно на себя. Потому что в какой-то момент он думает, что ребенок не разберется, что ему надеть, что с ним делать и так далее. Правда, люди смотрят на друг друга и интересуются. Это нормально, что в какой-то момент вы увидите своего ребенка чистого. Не потому, что вы его тыкали, а ему захотелось помыться. Вот, да, именно. Давай, не потому, что вы его дергали, а потому что это прошло. Я бы сказал, что надо просто ждать какого-то определенного момента, когда ребенок столкнется с мнением общества. Когда он встретит кого-нибудь, кто скажет Кто ему... более важный. Нет, даже не более важный, а кто-нибудь твоего возраста, кто скажет тебе, о, ничего себе, почему у тебя голова не мытая? Как случилось со мной, я как сейчас помню, у меня спросили, как часто я мою голову. Я просто ответил, что раз в неделю. И на меня смотрят так, раз в неделю? Как ты вообще моешь голову раз в неделю? Я мою раз в 2 дня. И после этого я прихожу домой, смотрю, думаю, реально голова же не мытая. И вот после этого уже как-то начинаешь замечать, что правда надо пойти помыться, надо поухаживать за собой, надо что-нибудь сделать, чтобы выглядеть лучше. Спасибо, да, давай. Я думаю, тут дело, в принципе, в возрасте. Потому что если ребенок все еще маленький, то это может быть нормально, и нужно просто подождать. Но если ребенок уже подросток, он уже растет, то это уже проблема, скорее всего. И как ее решать? У меня такого никогда не было, я всегда хотел мыться. Всегда хотел мыться? Да, я всегда, как я себя помню. Так что я думаю, проблема только в возрасте ребенка. Если он уже вырос, если он уже большой, он не хочет мыться, то это уже проблема. Да. Как решать, я не знаю. Я тоже пришла к этому мнению, как вот ты озвучил, что нужно просто подождать, потому что у меня тоже сын Степан, ему 12 лет, и все эти 12 лет он не хочет мыться. К моему сожалению, к его обычному расположению духа, но он не моется. Что я придумала? Я его отдала в бассейн,
И теперь он 2 раза в неделю, так или иначе, В бассейне моется. соприкасается, во-первых, соприкасается с водой, потом он идет в душ, там в любом случае ему нужно ополоснуться после бассейна, и таким образом я с себя эту как бы проблему мою, мне кажется, Вот сняла. ты именно, вот Потому отлично что- сейчас прозвучало. Это твоя проблема. Да, потому что я поняла, А что, не его. вот тоже я подумала, когда ему понравится какая-нибудь девочка, он побежит мыть эту голову. С зубами как произошло, он периодически забывал чистить зубы. Мы говорили кариес, трам-пам-пам, пугали, все такое. Не помогало. У него заболел зуб, он попал к стоматологу, с этого момента он чистит 2 раза в день, каждый день, и ничего не пропускает. Просто опыт, который он получил. Сын ошибок трудных. У меня в целом есть примерно готовый ответ, но он, конечно, подходит не ко всем, и нужно понимать, какой именно ваш ребенок. Мне кажется, что если ребенок помладше и игривый, просто как у меня было, мне, короче, папа говорил, а давай челлендж, сколько максимум ты сможешь прочистить зубы. И это помогало. Он иногда так делал, И если кто я что-то побеждал? забывал. Нет, это была игра с самим собой. Мне надо было просто понять, сколько я смогу. думала, вы вдвоем. Потому что это же мятная паста, когда ты еще ребенок, тебе вообще очень неприятно от этой мятной пасты, и тебе интересно. Вот. Также, да, наверное, один из способов, о котором мы все подумали, это как раз-таки запугивать, но как-то надо понимать, как именно запугивать, говоря то-то, 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 то-то. А если ребенок просто, правда, забывает это делать, купите ему магний. Чего? Магний. Магний? Да. Это- Забывает. А, А можно вот без запугивания как-нибудь придумать? Какие вот слова вам будут приятные, чтобы можно было мягко намекнуть, что было бы классно, такие красивые волосы там условно у тебя, как было бы здорово, что они бы были Ещё и чистыми. чистыми. Да, еще и чистыми. Вот. Нет, когда маленький ребенок, там все просто. Ты говоришь: о, слушай, краски есть, хочешь разрисовать всю ванну? Пошли. И это просто работает на 100%, рекомендую. и пока он рисует, ты его моешь. А потом ты просто, а теперь будем мыть все. Вот губка, еще интереснее, все стираешь вместе. И ребенка заодно помоем. Да, это Шикарно вообще работает. гениальная идея. Комплименты давайте. Вот, а что не раздражает вас? То есть вот как сказать Если так? комплименты искренние, если он правда про красоту, которую вы считаете У красивой. меня искренняя тревожность начинается, когда я вижу своего ребенка, не мывшегося несколько дней. А это значит, что Когда он какая-то есть наконец-то проблема. помоется, взгляните на него блестящими глазами. Боже мой, какой ты красивый! И он запомнит надолго. Я попробую ответить с вашей стороны. Я проходил эти кейсы, и все замечательно. У меня дочь певица, она сама моет волосы, красит их много раз, стрижется на лысо, делает пирсинги, тату. Она вольна распоряжаться своим телом, как она сама хочет. Сколько ей лет? Ей сейчас уже 18 исполнилось, но поверьте, и в 12, и в 13 мы все это проходили. И, на мой взгляд, единственный ответ моего любимого учителя Димы Зицера — детей. Вот, простите за мой французский, не знаю, чей это вопрос, но на самом деле отвалится эта грязь, придет когда-то у них понимание мыться и все остальное. Но я хочу еще напомнить вам одну вещь, которая во мне до сих пор, потому что я еще до сих пор ребенок, которая играет и будет играть. Вы мне говорите, я, назло не буду делать. Или даже я помоюсь, но тебе не скажу, я вытрусь другим полотенцем, ты не узнаешь, что я мылся, потому что у меня чешется попа условно, да, я ее помою. Но я тебе не скажу. И это какая-то такая вот вещь, которая, да, полюби меня такого или перестань мне трандычать. У детей наоборот это может играть и назло, это интересно, условно. а ты меня такого полюби. Грязного, вонючего. Спасибо. Ребят, у меня на самом деле такой вопрос. А в детстве? Вот как это произошло? То есть вот вы были маленьким младенцем, вас мама купала, значит, вы мылись, но в какие-то там рандомные 9, 10, 11 лет вы вдруг перестали мыться? То есть привычка мыться насколько была внесена в вас, что вы действительно, став подростком, вдруг перестали это делать? Кто-то же продолжает дальше мыться, потому что у него эта привычка была, что он там 2 раза в неделю. У всех привычка такая есть. Из опыта своей жизни я тоже увидела, что в некоторых семьях вообще не имеют... Хорошо, в Советском Союзе мы мылись раз в неделю, голову мыть. Кстати, по да. субботам и воскресеньям. Не говоря о том, что были действительно семьи, которые не считали нужным, что нужно мыться каждый день. Но когда в 12, 10, 11 лет вдруг этот, извините, вонючий подросток начинает ходить рядом с тобой, И вонять. ты начинаешь, как родитель, возмущаться. А не хочется ли вспомнить, что ты сам не научил его мыть? Вот личную гигиену ежедневно использовать, и поэтому тогда этот ребенок будет мыться. Вот вопрос в том,
что вы делали до своего подросткового возраста? Насколько часто вы мылись? Я вижу, да, взрослые действительно некоторые не любили. Вот, короче, вот такой вопрос. Вопрос был вам, извините, помолчите. А можно я отвечу вам? Да? Мне кажется, что эта привычка, которую вы называете мыться ежедневно, там 2 раза в день или как-то, это была ваша привычка. Это вы мыли своего ребенка, и это ваша привычка. А потом вы закончили это делать, потому что ребенок вырос, он повзрослел, стало там неэтично, и ваша привычка в этот момент как бы обрубилась. А у ребенка ее не было изначально. Его мама брала, вела в ванну, мыла. Это была не его привычка. Да, мне кажется, что это вот так работает. Я хочу просто добавить, что есть мнение такое, что когда дети перестают мыться в каком-то возрасте, это происходит какая-то неосознанная сепарация от родителей. Но от этого знания, конечно, легче не становится, но таким образом как будто бы они свое поле создают, в котором они делают то, что хотят. У меня есть такая же проблема с моей дочерью, 12 лет. Так как мы учились у Димы Зицера, мы знаем эту тему, что нужно от детей отстать. Да, но все равно от этого легче не становится, потому что, бывает такое, что там 5 дней вообще. И ты такой, господи, что делать? Вот. Нет, и ты начинаешь этот вопрос, понимаешь, господи, что делать? Кому что делать? Тебе? Да, наверное. Ты за него не можешь ничего сделать. Можно мне микрофон? Да. Я хочу передать его вот сюда. Боль моя. Это, мне кажется, здесь боль. Давай, делись, только не Да, плачь. Видишь, тебе да. уже сказали. Я на самом деле все это слышала, и Диму Зицера, и вас послушала, и вы говорите на самом деле дельные вещи. Но. И все это работает. Но сейчас я скажу это «но». Потому что он занимается спортом. Я усугублю эту ситуацию. От 5 до 6 до 7 дней в неделю, то бишь почти каждый день. У него длинные волосы, вьющиеся, красивые. Я ему говорю: боже, как ты прекрасен, когда ты выходишь из душа. И я не шучу, не лукавлю. Это не какая-то там маска матери, которая, боже мой, моя сыночка, корзиночка помылась. Нет. Это, безусловно, искренне, потому что это так, и это правда. И я понимаю, когда вы говорите, он играет в свое поле, все классно, отвяжитесь от ребенка. Я прошла это все, я и отвязывалась, и внимания не обращала, и не контактирую с ним, не подхожу близко, потому что иначе я начинаю чувствовать запахи, задыхаться. Возможно, было бы легче, если бы мы не жили вместе, да, я такая, окей, он там где-то сам, там, не знаю, с папой, с бабушкой, с дедушкой где-то из поля вышел, классно. Но я ведь понимаю, человек каждый день тренируется, это по 2-3 часа тренировок. Он мокрый, чтобы вы понимали, насквозь, я не шучу, это не шутка и не фигура речи. Он воняет, я стираю его форму, он грязный, одевает чистую форму. Я на это смотрю, у меня просто... Я уже задыхаюсь, я не знаю, правда, я перепробовала все. Возможно, мне надо подождать год еще, 2, когда чудо свершится. Он уже общается с девочкой, знакомится, но это онлайн, я понимаю, что там нет как бы контакта пока, черт побери, да. Мне кажется, все-таки совет Зицера это для тебя. Я держусь. Если можно, быстрый такой вброс. Просто здесь про этику, эстетику, красоту, пахнет, не пахнет. Есть момент такой очень тонкий, где этика и эстетика, а где история про здоровье и ответственность взрослого за здоровье ребенка. Да. Вот, потому что, например, там, условно, как минимум зубы, да? Я, с одной стороны, очень сильно пытался привить вот это детям, что нужно зубки почистить, там, не знаю, есть таблетки, которые вот, знаете, маркеры такие, которые там интересно чистить. Но в какой-то момент и это уже перестает работать, и нужно просто ребенка на выходе из ванной вот так за шею поймать, положить себе на колени, вычистить ему зубы и отпустить, пусть он дальше проживает эту травму. Вот. Я к тому, что я шучу про травму, я шучу, но здесь нужно просто ребенку объяснить, что, братан, сорян, но давай сейчас мы тебя вычистим, чтобы у тебя ничего во рту не сгнило. Не хочешь голову мыть? Окей, есть серфинг, есть бассейн. Вот. Ой, но вот эту границу... 14 лет. Вот у меня есть и один братан 14 лет. Ростом, как ты его заломаешь? И иногда это тренировка для обоих, да. Ну да, я имею в виду, что 14-летнему все-таки, наверное, я думаю, что здесь все согласятся, что 14-летнему можно объяснить, что, чувак, у тебя зубы гниют, давай-ка,
Айда к врачу или давай их чистить, чтобы как папа Вообще- полторашку не всадить. Вообще это был вопрос, напомню, от взрослых детям. А мы сейчас типа... Так, ну они столько всего сказали, что как-то они прям поделились хорошим. Хорошо. Спасибо вам большое, кстати. Так как у меня у самого были проблемы с зубами, я в детстве тоже не чистил зубы. И все дошло до того, что были походы к стоматологам, сгнившие зубы, их вырывали. И после этого уже как-то не очень хотелось пропускать чистку зубов. Так что я думаю, что правда стоит детей заставлять чистить зубы, чтобы потом не было последствий. Мучительно больно. Но Дорого. даже если не получится ребенка заставить почистить зубы, он когда-нибудь пойдет к стоматологу, и после этого точно захочет чистить зубы, чтобы больше такого не повторялось. Ну да. Я придумала способ такой, что это ваша ответственность. Вы в этот момент портите свои зубы. Значит, вы откладываете на стоматолога. Откуда? Из своих карманных денег. И таким образом один не поход в ванну почистить зубы 5 евро или сколько-нибудь там, ну, надо придумать просто сумму и Ну, это как со потихонечку сладким, откладывать да, ее. похоже. Это же очень рабочая схема, я считаю. Молодец. А можно мне для откладывания, пожалуйста, карманные деньги? Я боялась этого вопроса. Так, отлично. Мы уже переходим к другим вопросам. На этот мы вроде бы как ответили. В следующий раз ответим на другой.